Добрый вечер! Приветствую всех подписчиков и зрителей канала. Сегодня у нас на видео будет затронута тема дешевых и очень дешевых деталей. Так как много вопросов по поводу этих радиодеталей, вообще в целом очень много скидывают фотографий разных, и люди не могут понять, какие детали им реально нужно собирать. То есть в основном про более такие ценящиеся, дорогостоящие детали многие знают. Но они думают, что на этом свет не заканчивается и есть еще, возможно, какие-то. Поэтому очень тяжело многим это запоминать. Поэтому тогда сегодня у нас будет выпуск посвящен дешевым деталям. Многие, конечно, я думаю, процентов 70 точно после просмотра данного видео такие детали всегда будут пропускать. Многие, у кого есть, когда в количестве, да, есть платы, многие будут как-то это откладывать. Вот. Так как в основном все знают про детали, которые ценятся. Вот. Многие не знают, но им легче в этом разобраться, и очень быстро они поймут, что эти детали стоящие. А все остальные, вот эти цветные там детали, мелочевка, вот это вся, очень тяжело. В общем, я тут подготовил то, что у меня под рукой было по дешевым деталям. Вот мы сделаем над ними такой эксперимент, цены там, что к чему. И еще более как-то зрительно, да, я это покажу на платах. Я там взял ящичек плат, там, не переработанных, а дешевых. Вот. То есть мы как-то это все сделаем. Я надеюсь, что это видео будет полезно. И в комментариях подписчики на это как-то отреагируют, напишут, что да, нормально, или там нет, типа там видео фигня, там информацию не донес. В общем, вы меня поняли, да, критика и похвала, то есть это все надо, плюс актив поднять, да, лайки поставить, подписаться. Я надеюсь, все будет нормально. В общем, с чего мы начнем? Вот, допустим, да, вот такие вот черные стеклодиоды, да, стеклянные диоды, стекляшки черные. Тут они не готовы, они должны быть, не знаю, я бы такой вот не собирал бы, если честно. Поэтому вот диод стекляшка, да, он должен быть без выводов. То есть, если вы их собираете, да, и хотите, допустим, сдать их мне или еще кому-либо, то есть неважно, он должен быть, черный этот стеклянный диодик, он должен быть в таком виде. Это во-первых. Во-вторых, их должно быть хотя бы, я не знаю, там, 100 грамм хотя бы. Вообще их лучше поштучно. Считайте их поштучно. Одна штучка стоит 10 копеек. Такой вот черный стеклянный диод. Все. С диодами разобрались. Я не знаю, может у кого-то он дешевле стоит, у кого-то он дороже стоит. Может кто-то их вообще не берет. Я в принципе готов пойти навстречу. Я буду их брать по 10 копеек штука. Пишем диод D200, сколько он там, 19-222, да, возьмем. Цена его 0,1 гривны штука, 10 копеек, короче. Все, это у нас первая позиция. Мы ее отложили, она нам не нужна. Так, дальше у нас идет вот такая вот позиция, да. Вот такие вот диоды. То есть гаек металлических на них быть не должно здесь на резьбе. В общем, что я хочу сказать по поводу этих диодов. Насколько я понял, цена таких 100 гривен килограмм. Вот. То есть они должны быть отдельно отсортированы быть. То есть их вместе можно, да, эти две позиции можно вместе складывать. То есть это у нас, что это у нас тут? D231, да? А это у нас D816. Вот пишем, да? Диод D231 и D816. 100 гривен килограмм. Есть. Все. Так, дальше у нас идет вот такой вот транзистор, да, скажем так. В принципе, они неприемные. Но в чем фишка, да? Любой транзистор такой формы, советский, с двумя отверстиями, ушастый, на два вывода. Если вам попадается такой транзистор, он может стоить денег. Там
Я не помню, какие там цены. Там 20, 30, 40 гривен. Точно не могу сказать. Редко такие присылают, реально, ну, готовые, то есть к работе. То есть практически их и никто и не присылает особо. Что с ними нужно делать? Любой транзистор такой формы вы просто отрежьте крышку срезаете, и там внутри должен быть вот такой вот круглый, там обычно у них стоит круглый желтенький пятачок. Если он там есть, этот транзистор стоит денег. Если его там нету, это все, это вы выкидываете в срезку. То есть я сейчас сразу напишу позиция, в самом низу у нас будет позиция, так вот называться срезка. Я потом в конце объясню. Срезка 50 гривен килограмм. Вот. Все. Если внутри нет желтого пятака, вы его кидаете в срезку. Так, с этим разобрались. Теперь вот такие транзисторы. Маленький и большой. Вот такие вот. Там, по-моему, 805B, 903, еще какие-то, не помню, те, которых нет в каталоге. Вы тоже срезаете крышку. Там должен быть желтый квадрат. Примерно вот такого размера. Желтый квадрат. Если желтый квадрат присутствует, вы его откладываете к приемным деталям. Там 60 с чем-то гривен штучка. Если там внутри его нету, это вот эта позиция и вот эта позиция у нас 150 гривен килограмм. В общем, пишем КТ напишем 805 корпус, да, и П 214 корпус. 150 гривен килограмм. Все, с этой позицией разобрались. Идем дальше. Так, это у нас уже было. Так, вот тут вот есть нюанс. Сейчас я высыплю. Это с прошлых посылок. Я вот так вот и откинул. В общем, сейчас я их в руку заберу, чтобы не путаться. И так будет лучше. И я еще сейчас возьму. Но желательно их, конечно, сортировать. Вот так, это первая позиция. А это вот вторая позиция. Сейчас. Вот такие вот диоды, короче. Без выводов, насколько я помню, они должны быть. Это дешевая позиция. Вот такой квадратный, вот такой вот капелькой. Вот такие две позиции диодов. Если вы их будете собирать, что маловероятно, такая позиция стоит 300 гривен килограмм. Такие вот позиции. Вот. Маркировки я их не помню, потому что я с ними дел не имею особо. Если в количестве у вас такое будет, 300 гривен килограмм, но не гамузом, а по отдельности отсортированные. Вот такие вот диоды. Так. Все, я их закидываю в пакет. Они нам не нужны. Пишу диод. Это у нас варикап большой, по-моему. По-моему, так он называется. Варикап большой. И капелька. Капелька. 300 гривен килограмм. Так, потом пятая позиция. Пятая позиция у нас вот такие варикапы. И сейчас транзисторы найду. Так, это тоже варикапы эти. Они нам не нужны, я их сразу откину. Вот. Где же эти транзисторы? Хотел показать. Что-то я их не наблюдаю. Может, они все-таки здесь? Нет, здесь нету. Сюда они тоже попасть не могут. А, вот они. Все. Сейчас покажу. Нашел, одна штучка там была в пакете. Я еще помню, что я подготавливал. То есть вот такие маленькие варикапчики. Такие маленькие варикапчики.
и вот такие вот транзисторы пластиковые. Выводы нужно срезать. То есть это уже такая более дорогая позиция. Вот такие маленькие варикапчики и вот такие вот транзисторы. Но выводы под корпус надо скушивать. Вот такие вот 5 гривен грамм. Вот. Не помню их маркировку. Вот помнил, что-то у меня вылетело с головы. В общем, 5 гривен грамм, вот такая вот позиция. Без выводов. Вывода под корпус. Обязательно, чтобы были совдеповские. Вот. Все. С этими мы разобрались. Я их в пакет назад складываю. Я их сейчас в тетрадку запишу. Вот. Если, конечно, я где-то допустил ошибку, вы меня в комментариях исправьте, потому что я с такими деталями не особо, они мне нравятся. Так, пишу транзистор, круглый, пластик, и сюда же пишу мелкий варикап, пишем 5 гривен грамм. Так, вот по этой позиции, если вдруг что-то я неправильно тут сказал, вы меня откорректируйте в комментариях. Огромная просьба. Буду очень благодарен, премного благодарен. Так, теперь... Ой-ой-ой, высыпались. Сейчас я их, сори, бардак тут устроил, я их сразу соберу. Так, еще эти стекло уже были, они не нужны нам. Так. Сейчас я... Тут пару позиций еще хотел показать, но у меня их нет, не было. Ну, как они где-то есть, но я их что-то не нашел. Так, в общем, вот эти вот флажки, про которые все любят говорить, вот эти трубчатые конденсаторы, они могут быть большие, маленькие, там без разницы. Выводов быть не должно на них. То есть они должны иметь, сейчас покажу, они должны иметь вот такую форму. Точнее не форму, а вид. Должны иметь такой вид. Еще есть КС конденсаторы, КЛС и КС. Они такие квадратные, такие старые, такие, чем-то как-то на КМ-ку напоминают. Многие путают с КМ-ками. Но они там бывают красного, зеленого, желтого цвета, такие квадратненькие. Вот. КЛС и КС. Вот эти все позиции, КЛС, КС, флажки и трубчатые, они все по 100 гривен кило. Пишу флажок, трубчатые, КЛС и КС 100 гривен килограмм. Если больше килограмма будет одним весом, там можно будет договориться по цене выше, там 120, там 130 гривен, в принципе, можно будет договориться. Ну, а если понемножку, то цена будет вот такая. Так, потом у нас седьмое. Что у нас седьмое? Так, это было, это уже было, это вообще не по теме. Так, теперь по вот этим транзисторам 315. Что я по ним хочу сказать, это важно. Вот. Обязательно на корпусе обязательно должен стоять год, не более 82 года. То есть тут у меня в руке они все неприемные, по-моему. Сейчас, может, найду хоть один приемный. Вот 78 год. То есть на корпусе должен обязательно стоять год. Вот 81 год, да? Обязательно год, не вот любой, если уже начинается 83, 84, 85, 86 и выше, эта позиция идет по отдельной цене. То есть все, которые до 82 года, сейчас я их запишу в тетрадку.
КТ-315 до 82 года. Они у нас идут по цене 50 копеек штука. Полгривны. 50 копеек штука. Потом 8-я позиция у нас КТ-315 после 82 года. Они у нас идут по цене 300 гривен килограмм. 300 гривен килограмм. Все. Год на корпусе должен обязательно стоять. Если нет года, они не идут. Я, допустим, с этими вещами рисковать не хочу. Все. Так, с этим разобрались. Ну и все, в принципе. Все. Еще раз показываю список, чтобы более запомнилось это все. Хочется, чтобы материал был максимально подан правильно, да, скажем так. Так. И еще совсем забыл. Микросхема такого плана, пластик, белая внутри, даже если она и импортная, или там советская, да, такая микросхема у нас идет, напишу ее, пустая микросхема, она у нас будет, сколько, сейчас надо вспоминать, пусть будет 250 гривен килограмм. Я разные цены видел, и по 150 куда берет, и по 200, и по 250, и по 300. 250 гривен килограмм пишу. Это по поводу микросхемы пустой. Так, все, с этим я закончил. В принципе, больше у меня никаких, как это правильно сказать, предположений по поводу этого всего у меня нет. Дальше, что я хочу сказать. Вот такие детали, вот такие конденсаторы. Такой формы, МБМки, Кашки, вот такой вот формы конденсаторы. Они большие могут быть, маленькие, стоячие, то есть вот такой формы, выводы по бокам. Это все мусор. Такое вообще никуда не идет, абсолютно вообще никуда. Так, все, с этим разобрались. Теперь срезка, 50 гривен килограмм, я внизу написал срезка. Это у нас абсолютно любые радиокомпоненты, абсолютно в принципе любые, кроме вот тех конденсаторов, что я показал, и кроме, допустим, вот этих позиций, которые вы выберете, которые немного дороже. Вот, допустим, на плате, вы забираете вот полубочонок, вы заберете, конденсаторы эти вообще в мусор, вот это вот мусор, это мусор у нас. Вы, допустим, поснимаете вот эти флажки, там навес отложите, и все остальное, что осталось на плате, все вот эти радиодетали, если вы снимете с платы, вот такой вот резистор, допустим, там, вот эти резисторы, то есть, если вы это все отпаяете от этой платы, вы это можете высыпать по 50 гривен килограмм в срезку куда-то отдельно. Вот. Что у нас еще есть такое, допустим, так, чтобы более зрительно понятно было, Вот вы, допустим, достали, у вас в руки попали такие платы, вы снимаете желтые микросхемы, полубочонки, флажки там себе откладываете на вес. Вот эти КТ проверяете, если они до 82 вы их забираете. Полевики забираете, там, скажем так, вот их тут прилично. Так, допустим, вот эти микросхемы, если они желтые, забираете. Флажки, там все дела. А все остальное, все остальные радиокомпоненты, вот эти необиевые, там, вот эти резисторы, там, скажем так, вы это все ссыпаете в срезку. Вот такие вот конденсаторы, это мусор. Вот эти вот пленочные с кислотой. Так, что у нас тут еще есть? Сейчас я покажу. Вот оно. Вот такие вот здоровые. Вы это все выкидываете в мусор. Можете алюминиевую крышку снять, в алюминий кинуть, скажем так. Вот. В принципе, что у нас тут есть? Вот такое вы, конечно, снимаете сразу. SP5. Что это у нас? SP5-3. Куча их тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук. А вот это в срезку, допустим, там. И все, тут в принципе ничего нет.
Тут флажки, вот тут проверить в пластике, да, там КМ-ки, да, могут быть. Ну, такого плана. Что я тут еще отобрал? Ну вот, допустим, платка, да. Вот. Ну, здесь все то же самое. Вот это выкинуть, это выломать медяшку, отсюда забрать. Остальное в мусор. Вот диодик вот этот за 10 копеек. Раз, два, три, четыре. Вот вам 40 копеек, образно говоря. Вот эти проверить, какого они года. 89. В9 написано, года нет. Вот, есть год. Вот, по году проходит. Первый месяц, 82 год. Отлично. Ну, и что я хочу сказать, в принципе. Я надеюсь, я, в принципе, все правильно объяснил. Это... Давайте сделаем так. Это будет первый выпуск самого элементарного, да, скажем так. Самых таких элементарных радиодеталей. Сейчас я подстрижу. У меня еще в коробке есть. Ну, в принципе, наверное... Ну вот, да, еще плата. Это выкинуть, 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 выкинуть. Это раз, два, три, четыре. Ну, короче, вот это вот в срезку. Это в срезку, это в срезку. Это забрать, это забрать. То есть, в принципе, как-то... В общем, короче, я этот выпуск называю первой частью. Во второй части мы, может, еще какие-нибудь такие позиции рассмотрим. Может, повторюсь, где-то как-то повторно, да, будет это выглядеть. Ну, возьму просто какие-то другие платы там, да. Вот. То есть там, где много и приемных, и неприемных. То есть, как бы зрительно человеку показать. Потому что зачастую самые основные распространенные советские платы, они все одинаковые. Я таких подберу, часто встречающихся, да. И когда человек, который только начал интересоваться этой темой, посмотрит видео, он уже поймет, что у него подобные платы есть, и он, в принципе, после просмотра видео уже реально сможет очень быстро их разобрать, даже просто зрительно разобрать. Ему не надо будет никакую информацию абсолютно искать, он зрительно просто возьмет плату, ага, так это сюда, то, что хорошее, так это сюда, что дешевое, это мусор, это в срезку, то есть все, в принципе. Вообще, я думаю, будет все четко, вот. И теперь мы сделаем одну распаковку. Сегодня я сделаю. На больше у меня просто сил нет. Вот, значит, переворачиваем наш листик. И идем за посылкой. Сейчас паузу поставлю и вернусь. В общем, продолжаем нашу передачу. Посылочка у нас Артем Витальевич, место Богачеве. Все. Так. Сейчас мы сделаем распаковочку. Может, она даже будет полезная. Ну, такая поучительная. Ага, так, бумажечка. Так. Доброго дня. З радіодеталями треба передивитись. Я погано посортував. Трохи міді і кілька з деталями. Ага, все, позолоченными, все отлично. Вот это вот хочу сделать акцент, треба передивитись. Это как раз входит в часть плана этого видео, да, скажем так. И может просто как раз тоже, да, будет как пример к чему-то. В общем, что у нас тут так? Медь, весы я сюда не брал, медь пока отставим. Медь высыпалась немного. Вот. Короче, медяха немного подвысыпалась. Оп. Тут еще медяха. Сейчас я ее все в пакетик соберу. Вот. Ну, в самом конце, короче, ее взвесим. Так. А детальки мы достанем. И коробку мы приберем. Так.
Ну, я бы не сказал, что тут какие-то ошибки человек допустил. В принципе, подписчик смотрел и, ну, в принципе, я так понимаю, подписчик вообще до того, как начал мои видео смотреть, вообще в этом ничего не понимал абсолютно. Но я думаю, что даже от просмотра одного видео, в принципе, все это, ну, подписчик рассортировал. Кстати, вот, пожалуйста. Все по теме нашего видео. Вот такие конденсаторы в срезку не идут. Это тоже мусор. То есть оно никуда не идет. Вот такие вот. Они могут быть коричневые, красные, желтые. Вот такие там чуть плоские, квадратные, высокие. Часто их очень сбрасывают фотографии таких конденсаторов. Они неприемные. Мы их выкидываем. Так. Ну, вот такое в срезку можно кидать. Все. В общем, я их выбрасываю. А теперь мы занимаемся нормальными радиодеталями. В принципе, здесь все хорошо. КМ-ка вот, выводы скусаны, все в порядке. Единственное, что по микросхемке, да, микросхемка кусаная, я вижу желтенькая. Желтенькая ж, правильно? Не вижу. Надо пакет открыть. Одну увидел, а вторую вот не вижу. Так. Вот первая видно, что желтая. Есть. А вот вторая не видно. Вот вторая, скорее всего, не желтая. Сейчас я ее ножка. Не, желтая тоже. Она, короче, грязная. Вот. И я одну ножку выломал. Сейчас оно сфокусируется, камера. Так, звонят мне. Я, наверное, пока паузу сделаю. Так, в общем, продолжаем. На чем мы остановились? Не фокусировалась камера. Вот сейчас более-менее, да, вот видно желтенькое. Все, вот этого нам достаточно. Так, и вот эта микросхемка, где кусачки большие, вот эту надо проверить. А вот это у нас белая. Вот. Ну, то есть, в принципе, все. Она нам никуда не нужна. Если у вас таких микросхем много, они у нас в первой части видео есть в прейскуранте дешевых радиодеталей. То есть, все, эта микросхема нам не нужна. И вот такая вот один вот такой вот транзистор. Он у нас тоже есть в предыдущей части видео в прейскуранте дешевых радиодеталей. Вот такие вот по 150 гривен килограмм. Понятное дело, что по одной штуке смысла высылать их нет. Но если есть количество, тогда уже есть какой-то смысл их высылать. Я вот то, что туда понавыкидывал, я напишу вот так вот, 15 гривен напишу. Вот. Как говорится, сделаем стартовую сумму, да, из неприемного у нас 15 гривен, короче, получилось. Так, а это мы сейчас сразу взвесим и назад в пакетик кинем. Так, у нас тут получается 7 грамм. Тут еще земли прилично. Ну ладно, короче, 7 грамм на 28 гривен. Сейчас я их назад в пакетик. Так, и туда, в ту сторону. 7 на 4, 28 гривен. Немного с них мусора понасыпалось. Так, идем дальше. Вот такая вот микросхемка в упаковке заводской. Двухсторонка, сверху желтая и снизу желтая. Короче, 60 гривен пишу. 60. Есть. Так, теперь у нас КТ. КТ пластмасска. Но ее надо покусать. Подписчик, может, этот момент как-то упустил. Вот, желтая. Желтая.
Так, желтая. Пока буду кусать, не буду озвучивать, расскажу историю. Короче, часто очень подписчики пишут, типа, блин, так классно, типа, залипли на ваши видосы. Залипли на ваши видосы. Очень нравится смотреть, но мы вообще в этом ничего не понимаем. И вот вы детали ломаете, они же сломанные, им же нельзя воспользоваться. Типа, вот зачем это вот так, белое. Отвечая на вопрос, эти детали, они идут как вторсырье, их перерабатывают, с них добывают благородные металлы, короче. То есть они не нужны как рабочая деталь. Мне очень редко иногда спрашивают там радиолюбители, радиомастера, там какие-нибудь детальки, а иногда бывает даже получается найти целые, непаянные, хорошие рабочие детальки. Но это редко. То есть я смотрю, сейчас тенденция идет такая, что эти детали никому не нужны. Они идут все во вторсырье. То есть ценители 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Короче, ценителей мало. И реально, как это правильно сказать, чтобы более точно описать всю ситуацию, которая сложилась. Так, 9,8. 72. Короче, какая сложилась. Этих деталей настолько много, что их просто столько и не нужно. Вот. Людям, которые занимаются еще до сих пор, применяют куда-то эти детали. Начнем с того, что наверное, более 80% радиодеталей, да, наименований и вообще, как вот в которых их бывает, они уже просто вообще нигде не используются. А тот остаток, который остается, при его количестве, которое еще есть, оно просто столько и не нужно. Возможно, лет через 20, да, действительно, это будет какой-то дефицит сумасшедший. Ну, то есть, в принципе, короче, я думаю, и так все понятно с этим. Вот. За приборы я, конечно, еще молчу, да, приборы жалко ломать, а вот радиодетали это уже все раз, да, тем более это прошлый век. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 штук. 27 полубочонков. Вот. Закидываем их в кулечек. То есть это у нас получается 27 и 8. Так. И остаются вот такие желтенькие, потом вот это и КМки. Так, ну погнали. Что у нас тут имеется? Так, вот такая у нас керамика 16 ног в дип корпусе. Так, это у нас 50 гривен. Пишу 50. 50. Вот такие вот транзисторы интересные, да, с желтыми ножками. Ну, не знаю, наверное, по 8 гривен пусть будут. Отложу их как новые детали. Мало ли, может, когда-нибудь кому-нибудь пригодится. Так, 24 гривны. Теперь у нас вот такие две вот такие две микрухи в металлическом корпусе на 8 ног. Так, это у нас 100 гривен. 100. Потом у нас, ну и все, в принципе, да, тут остались полевики. Вперемешку и новые, и не новые. В общем, считаем их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Такой сюда затерялся. Ну, пусть будет 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. И такой еще попался. Ну, пусть будет 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, а этот просто, короче, 36. Все, и так я там этих подобавлял. Короче, пишу 36, так как там и те, и плюс такие вот еще попались пластмасски дешевые. Короче, 36 на 19 напишу. Вот. Есть. Надо назад их сразу в пакетик, чтобы тут бардак не создавать. Короче, такая вот работа. Каждый день одно и то же. Так. Ну ничего. Так, сейчас коробочку сразу оттарю. Есть. КМчанский. Так. Короче, КМок у нас 6,6 на 48. Так. И остается вот эта платка. А на платке у нас на этой, короче, что у нас на ней получается? Раз, два. Так. Тут у нас ничего не... А, вот. КЛС вот эти вот. То, что я в предыдущем видео говорил, конденсаторы дешевые, которые вместе с флажками идут по одной цене. КС и КЛС. Вот они, вот такие вот. Сейчас я его покажу, чтобы... Вот это вот КЛС. Ноги должны быть скусаны. Так, все, возвращаемся к нашей плате. Раз, два, три. Ага, все, 4. Короче, раз, два, три, 4. Два больших вертолета. Это у нас, пишу, 2 по 130. Это 260 гривен. Вот такие вот два больших вертолета. Я их выпаивать сейчас не буду, а смысл какой. Вот они. Их, в принципе, легко. Гайку вот эту надо отвернуть. И вот здесь прогреть, и он выпадет. И два вот таких маленьких вертолета. Вот они, я их поближе. Вот такие вот вертолетики. Вот тут они прикручены на гаечках. Вот. То есть сначала вы скручиваете, а потом выпаиваете. То есть 2 по 65, это у нас получается 130. Вот. А эти два вот вблизи. Вот они. Вот так вот они стоят. Вот. Это, скорее всего, генератор какой-то был. Или какая-то старая рация, или какой-то старый генератор сигналов. В общем, что-то связанное, короче, с частотами. Вот эти воздушные конденсаторы тут стоят. Ну, что-то частотное, да. Связь какая-то была. Связь или генерация. Вот. Все. В принципе, все. Мы с этой посылкой полностью закончили. Я надеюсь, я смогу в уме это все посчитать. Так, тут у нас получается 720, 701. А тут у нас получается 330, 315. Вот так вот где-то получается. Примерно так. Я думаю, все правильно. Вот. Ну, я все равно потом на калькуляторе подобью. И подписчики по-любому напишут, что я ошибку допустил. Вот. Ну, я предварительно напишу, чтобы не уходить на паузу, не считать это все. То есть в режиме онлайн и посчитаем. То есть получается у нас 43, 115, 175, 190, 210, 260, 260, 360, 384, 384, 390. И осталось вот так вот сделать. 1085, 1475, 1490, 1790 гривен. Я думаю, в принципе, что я все четко, правильно посчитал. Надо тренировать мозги, потому что считать приходится часто. И не всегда хочется туда калькулятор доставать, еще что-то, особенно на видео, короче, плюс так интересней. Так, в общем, что я хочу сказать. Концовка нашего видео.
Первая часть видео была обсуждение дешевых деталей, дешевых и самых дешевых, скажем так. Вторая часть видео у нас была распаковка посылки от подписчика и зрителя канала. В общем, что я хочу сказать. Желаю всем хорошего, продуктивного дня. Новые зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Главное, не отписывайтесь от канала, только подписывайтесь. Всем хорошего дня, всем спасибо за просмотр и всем пока. Рад приветствовать всех на канале Мега Распаковок снова. В общем, думали, я забыл, да? Заметь. Нет, не забыл. Короче, настолько я увлекся этими самыми деталями, что забыл кулечек меди взвесить. Только выключил камеру, смотрю, медь. Так. Чтоб не высыпалось опять. 2,77. Короче, 2,100. Медь. 2,100 на 320. Это у нас получается 640, 672. 672. И в итоге у нас общая сумма получается 2462. 2462. Короче, у нас получается общая сумма к оплате. Все. В общем, короче, желаю всем хорошего дня, продуктивного. Всем спасибо за просмотр и всем пока.